Меня зовут Зире, я из Бишкека, мне 20 лет. Родители у меня папа с севера, мама с юга, поэтому я росла между двумя далекими местами Кыргызстана, и это было очень интересно наблюдать за культурой в разных частях страны. В детстве мне каждый раз было так интересно. Я на каникулы то туда, то сюда, то на юг, то на север, то к тайкешкам, то к папиным родственникам. И, наверное, именно это мне как-то помогло анализировать, что происходит в Кыргызстане и вообще понимать его реалии. Я помню, что в детстве мне хотелось быть видимой. Вот я не знаю, откуда это желание, хорошее оно или нет, но я чувствовала, что я хочу быть видимой. Я чувствую, что мне есть что сказать. Как у любого другого человека у меня есть своя правда. И как любой другой человек я пытаюсь по жизни продвигать эту свою правду. Петь я начала после 3 лет волонтерства в молодежной социальной организации. Мы пытались решать какие-то острые проблемы, как образование, гендерное неравенство. И мы делали что-то на суперлокальном таком маленьком уровне. Например, там работа с одним детским домом или домом малюток. Такие мелкие проекты, которые немаловажные. И когда мы привлекали волонтеров, я всегда удивлялась, почему люди не хотят этим заниматься. Это же так классно, ты чувствуешь, что ты как-то полезен, ты чувствуешь, что твоя рука прикладывается к чему-то масштабному и очень значимому. Поп-культура – это самое популярное, что сейчас есть. Поп-культура качает, задает тренды. И я подумала, что, в принципе, можно было бы объединить поп-культуру и социальный активизм, и тем самым популяризировать социальный активизм. Возможно, если бы я не умела петь, я бы снимала фильмы, но фильмы я снимать не умею, и как-то, наверное, я пришла к тому, что я довольно-таки хорошо пою в караоке, и, возможно, я могу писать песни. И как-то я просто уловила общую схему написания песни. Я просто взяла эту схему и написала первую песню. Так я в это все и пришла. Пишу я свои песни в Бишкеке, здесь, в кофейнях. Активизм для меня – это стиль жизни. Я не знаю, что еще я могу делать, чтобы получать чувство самоутверждения, чувство какой-то полноты, внутренней гармонии. Мне кажется, популяризация социального и вообще любого активизма – это очень важно и нужно, особенно для Центральной Азии. В нашей стране не важно, какую тему ты продвигаешь. Если ты девушка, ты в первую очередь воспринимаешься как девушка. А со словом «девушка» идет очень-очень много дополнительных стереотипов. Сначала ты должна доказать, что да, ты девушка, но ты можешь что-то, а потом ты уже доказываешь свои практические знания. Поэтому, наверное, я решила говорить на эту тему. И я решила, что если я хочу влиять на Кыргызстан, на мою страну, мне надо писать песни на кыргызском языке. Как бы сложно это ни было, потому что на кыргызском я редко разговариваю, я хотела, чтобы мой месседж, который есть у меня в песнях, он долетел именно до отдаленных регионов, потому что это непосредственно целевая аудитория. Я хотела, чтобы в песне было меньше агрессии, больше любви. Я записала песню, она называется «Кыз». Но, в принципе, идея была такая, что даже не зная названия песни, можно понять, о чем она. В песне нет ничего подсказывающего, что это о гендере, о девочках и так далее. Но каждый человек, который живет здесь, в Кыргызстане, послушав песню, поймет, что речь идет о девочках. Во время записи в студии у меня дрожал голос, мне звукорежиссер говорит: пой на октаве, пой тут, пой так. Я такая: я не знаю такого жаргона, простите, я вообще не профессионал, не понимаю, о чем вы говорите. И в итоге, посоветовавшись с друзьями, я поняла, что надо снимать клип, потому что люди в основном визуалы в наше время. И я придумала сценарий, собрала своих подруг, распределила роли. Мы поехали на Иссык-Куль, и мы на Иссык-Куле за 2 дня сняли клип, который в итоге стал
скажем, поворотным в моей жизни. Я расписала у себя в голове несколько сценариев развития событий. Худший – клип никто не увидит. Средний – клип увидит примерно 10 тысяч человек. И лучший – весь Кыргызстан. У нас в Кыргызстане ситуация с гендерным неравенством очень острая. До сих пор пытаешься объяснить людям, что женщина – человек. Женщина здесь воспринимается как какое-то приложение к мужчине. Если ты дочь, то ты приложение к отцу. Если ты сестренка, то ты приложение к брату, там, приложение к мужу и так далее. У нас есть такие стрёмные, мягко говоря, проблемы, как похищение невест. Эту проблему часто называют кражей невест, но кража – это… Ты можешь украсть что-то, что принадлежит кому-то. Если речь идет о человеке, то это ничья собственность. Я бы хотела привыкнуть называть это все похищением человека. У меня есть знакомые, родственницы, соседки, которых точно так же похитили ради замужества. Очень часто это были даже люди, которых они вообще не знали в жизни. Недавно у нас в Кыргызстане, в Таласской области, был такой случай. Очередная девочка по имени Бурулай. Ее похитили и привезли в дом жениха, в кавычках жениха. И она отказала ему. Я до сих пор не знаю, как именно это все произошло, но в отделении милиции, видимо, каким-то образом Бурулай оставили вместе с ее похитителем в одном кабинете. Этот человек ее зарезал, он ее убил. Это на самом деле была очень ужасная история. Это было необъяснимо, неописуемо страшное. Вообще вся страна переживала это все. Именно этот случай с Бурулай, он стал каким-то реалити-слэпом, что ли, для всего Кыргызстана. Это стало уже настолько неприемлемым, что все, наконец, начали это обсуждать, что надо уже что-то делать, и так не пойдет. Случай с Бурулай на меня тоже очень сильно повлиял, но когда я делала песню, я думала не только об этом случае. Я думала вообще обо всем, что происходит с женщинами в нашей стране. Когда стали поступать угрозы, мне было сложнее, чем я думала, потому что когда это происходит в реальной жизни, конечно, это эмоционально сложнее. Я помню, я даже плакала, мне было плохо. Но это я, девочка, которая была к этому готова, но есть же еще миллионы девочек, которые к этому не готовы, и вообще миллионы людей, с которыми внезапно это все происходит. Но я чувствовала и чувствую колоссальную поддержку от своих близких, от семьи, друзей, да и вообще иногда просто на улице кто-то может ко мне подойти, сказать пару теплых слов, и это заряжает просто нереальной энергией. Я закончила работу над съемками нового клипа, релиз которого состоится 14 сентября. Это ровно год спустя после релиза первого клипа. Этот клип снят на песню, которая называется «Сюнчу». Он раскрывает самые разные проблемы, которые между собой взаимосвязаны. Я хотела говорить о коррупции, об образовании, об экологии. Я не могла прийти к какой-то константе, которая могла бы описать мое волнение в целом на этот раз. Я прочитала кучу книг, я читала Конституцию Кыргызской Республики, посмотрела кучу исторических политических фильмов, детективов, я изучала политические системы в целом в мире. И все ради того, чтобы понять, откуда эта коррупция и как от нее избавиться. И у меня состоялся разговор с моим одним очень хорошим знакомым. Он сказал просто такую вещь: в стране будут изменения лишь тогда, когда борьбу против кого-то заменит борьба во имя чего-то. Я начала жить этой фразой. Я пыталась, отталкиваясь от этой фразы, придумать сценарий нового клипа. В одно утро я принимаю душ. Буквально за 3 секунды в моей голове проносится сценарий. У меня был такой момент эврика. В клипе очень много символизма. Я вообще хотела, чтобы каждый раз, когда ты смотришь клип, мог найти для себя что-то новое.
Есіңде биял жаралғанда. Игери өткөн заман мындай кең, мындай экен. Тиренген нерсе ишке ашат кең, ишке ашып кубандырат кең. Игери келер заман мындай кең, мындай экен. Бақыт деген бұл таңдоо экен. Бақыт бұл таңдоо, бақытты таңдай. Бүгін